Всем привет, с вами IG Daily, и сегодня у нас на обзоре Porsche Macan 2017 года, модель 95B. Это у нас V-образная шестерка, 340 лошадиных сил, битурбовая, с коробкой DL501. Это аудюшная коробка. Я хочу сегодня честно рассказать про этот автомобиль. Конечно, будет мало хорошего и очень много, скорее всего, плохого. По факту, этот автомобиль – это Audi RS Q5. Полностью сделано на всех компонентах, кроме мотора. Мотор они взяли свой Porsche. И я не могу сказать, что это был правильный выбор или очень хороший мотор, и к этому мы вернемся чуть-чуть попозже. Подвеска с Audi A4. Машина весит почти 2 тонны. Я не уверен, что это было правильное решение делать подвеску на внедорожник и брать ее с Audi A4. Тормоза здесь свои. Тормоза здесь они поставили Brembo. 6-поршневые тормоза спереди. То есть на суппорт у нее 6 поршней. Угадайте, сколько поршней на суппорте сзади? 1. И поэтому мы переходим сразу к первому минусу, это, конечно же, тормоза. Тормоза в этом автомобиле очень легко перегреть, я их несколько раз перегревал, когда мы ездили в Альпах. Они перегреваются, и, соответственно, очень плохо подобран вакуумный усилитель тормозов. Он очень сильное давление дает наперед, потому что тут очень мощные тормоза, и очень слабое назад, чтобы оно как бы стабилизировало ваш автомобиль. Но вернемся к двигателю. Второй минус этого автомобиля – это, конечно же, двигатель, этот огромный 3-литровый V6. И уже была с ним одна проблема. Здесь внутри есть такая трубка. Она сделана для того, чтобы работала правильно циркуляция охлаждающей жидкости. Так вот, она из пластика, и она находится в развале блока. И у вас начинает потом в один момент уходить охлаждающая жидкость. И вы не знаете, куда она уходит. Потому что здесь, если вы посмотрите... Так, это нам надо выкинуть. Внутри такая глубокая ванна находится, куда эта жидкость уходила, и туда может уходить и 7 литров, и 10, и вы этого не увидите. Конечно, ремонтно-пригодность этого автомобиля удручает. И на самом деле, если вы сюда посмотрите, стартер находится очень далеко там. Чтобы снять этот стартер, вам надо разобрать всю морду, потому что здесь находится такая трубка, и трубку эту можно снять только тогда, когда вы снимете термостат. А чтобы снять термостат, он выходит наперед, вам надо разобрать полностью всю морду. Также, если вы хотите поменять радиатор или еще что-то, поменять здесь цепи и так далее и тому подобное, надо всегда снимать морду. Также у них есть проблема с передними крышками цепей ГРМ. Здесь они сделаны из магния, а болты они сделали из алюминия. Конечно же, алюминиевые болты в определенной из-за того, что температуры они тянутся, и они продавливают эту крышку также, и оттуда начинает сочиться масло. Здесь это все же было поменено и все сделано. Багажник. Вернемся в заднюю часть автомобиля. Багажник здесь очень большой, просторный. Влазит сюда детская коляска, ящик воды, из сумки влезут, все здесь влезет. Очень хорошего объема багажник. Здесь также есть запасное колесо, которого нету в других автомобилях. Здесь у нас лежат тоже крюк и трос, и жилетки, и колесо запасное, которое вы можете полноценно поставить. Здесь находятся сабвуферы. Мы вернемся, когда мы будем говорить дальше про плюсы. Здесь находится не сабвуфер, точнее усилитель. Сабвуфер здесь находится под сиденьем. Система Bose здесь находится в автомобиле. И играет музыка прекрасно. Так, это я сейчас сижу сзади, за самим собой. Ну, поскольку я всегда сижу в полулежачем состоянии, можно сказать. Поэтому
места здесь не очень много, но здесь есть отдельный климат-контроль и подогрев сидений для всех, кто здесь сидит, то есть для левого и правого седока, скажем так. Посередине здесь есть подстаканники и все остальное. В принципе, очень удобно. Ну, для меня не очень, если я немножко подвинусь, у меня есть еще место, да, если кто будет спереди. Здесь помещается детское кресло без всяких вопросов и проблем. Ну, то есть сзади довольно комфортно, и что очень красиво, панорама. То есть ты сидишь, наслаждаешься солнышком. А сейчас мы окунемся в мир роскоши и комфорта. Это салон Porsche. И будем переходить сразу к плюсам. Плюсы автомобиля не так уж и много, если честно вам сказать. Но здесь сделано, в принципе, очень шикарные все материалы. Если это пластик, очень приятный. Кожа, которая за 120 тысяч километров нигде не потрескалась, не пошоркалась, ничего с ней не произошло. Руль, ничего с ним не произошло. Полностью он как новый. Просто идеально все выглядит. Посмотрите сюда. Вот. Подрулевые переключатели и все остальное, все это прекрасно работает. Здесь, конечно, такой привет а-ля из середины 2000-х, как делают все это в Тойоте и так далее. Куча кнопок. Они все, да, в принципе, нужны. Но в новых Поршах уже этого всего нету. Тут есть либо сенсорное, либо управление с дисплея. И поэтому, конечно, это немножко выглядит на сегодняшний день устаревший. Но все материалы, во-первых, черная крыша, черные стойки, черные козырьки. Все это гармонично выглядит, очень красиво, очень классно, очень круто. И на самом деле ехать в дальние поездки на этом автомобиле невероятно комфортно. Есть охлаждение здесь сидений, обдув, кондиционер. Климат двухзонный, работает супер. То есть, если одному хочет прохладному, другой теплее, это по-настоящему работает. Не так, как в других автомобилях, что если ты сделаешь у себя 19 градусов, у меня 25, то это не будет работать, потому что кому-то будет либо холодно, либо жарко. Но в остальном, конечно, это все супер круто сделано. Здесь также это не хром, это полированный алюминий. Очень красиво выглядит, очень гармонично. Ручка, все приятное на ощупь. Все очень, ничего не скрипит за 120 тысяч километров. Я уже повторил, 2017 года машина. Это последний рестайл перед новым рестайлом, когда у них сзади одна ляда такая, одна задний фонарь одной полоской идет, которая уже и спереди уже диодные фары, которые полноценно будет светиться. Уже это последняя модель, уже все косяки, так сказать, они попытались пофиксить. Но некоторые не получились, и об этом я расскажу попозже. Вот, можно видеть камеру, которая по какой-то причине выставлена так, что снимает половину номера. Ну, да, в этом вся проблема. Потому что я же говорю, конечно, задумка хорошего Макана, машина очень красиво спроектирована, она очень красиво сделана в плане дизайна, в плане салона и так далее и тому подобное. Что здесь не очень, это, конечно же, сама мультимедийная система. Вот мультимедийная система, то есть мы уже там выехали, уже вперед давно едем. Она еще все зад снимает. Потому что выставлено до определенной скорости. Ну, чисто ваговские приколы. Вот, которые, конечно, мне очень сильно не нравятся. В принципе, по качеству сборки Porsche, ну, это чисто Audi. Это по факту это Audi, которую немножко приукрасили дизайном и всем остальным. И попытались сделать товар, который стоит дороже. Как я уже сказал, здесь дисплей. Слава богу, они поставили сенсорные, не оставили так, как, например, Mercedes, которые начали ставить сенсорные дисплеи только после 2017 года. Или, например, BMW те же, в этом они отстают. Но экран, чтобы вы понимали, вот он, очень малюсенький экран, как в моем Mercedes 2004 года. У нас как-то была Toyota Auris гибридная, и там экран был, ну, реально даже больше, чем здесь. И он тоже был сенсорный и все остальное.
Опять-таки из минусов хочу отметить, что здесь нет CarPlay, и поставить его, в принципе, очень дорого будет стоить. Если ставить какой-то китайский носитель, то он тоже не из дешевых, будет от 600 евро. Ну и опять в Porsche пихать китайскую систему тоже не хочется. Можно отметить мотор Porsche как, в принципе, плюс, так и минус этого автомобиля, потому что все-таки в нынешнее время брать какой-то большой объемный мотор, ну, это довольно глупо. Потому что едет он как, в принципе, какой-нибудь там чипованный ваговский 2-литровый мотор, то есть 340 сил для него, ну, и немало, но и я не могу сказать, что динамика меня сильно здесь радует. Конечно, что меня здесь очень сильно не радует, так это расход топлива. Расход топлива, если вы сегодня посмотрите, здесь средний расход показывает 17,5 литров. Средний расход, средний. То есть он обычно не больше. Но что здесь очень круто сделали инженеры Porsche, это звук. Звук просто, если вы нажимаете, например, даже в тот же Sport, ну, во-первых, будет дольше тянуть передачу, по динамике это никак не отличается, то звук именно просто сочный бас, очень крутой. То есть, блин, звук здесь просто бомба. Вот это единственный. Холодный старт просто. Во дворе все в окна вылазят, смотрят, когда ты прогреваешь Porsche с утра. То есть, очень классно это все выглядит, очень классно звучит. Довольно неплохо едет, скажем так. Но расход и еще что, налог. Налог тоже, например, в Германии 450 евро налог. И очень высокая страховка по стоимости и расход топлива, конечно, который совсем не радует. Также можно посмотреть и вернуться к тому, с чего мы начали, то есть сборка Volkswagen. Да, это, конечно, огромный минус для всех Porsche, и вообще, когда они за базу берут, я сейчас могу продемонстрировать просто почему люди, эта машина стоила новая больше 100 тысяч евро, да, и вы засовываете в машину за 100 тысяч евро, вот покажи просто, рычажки с 5-го гольфа, можете слышать, как они включаются, просто они хрысь-дрысь, оно не сломано, это просто нормальные, это реально, они с гольфа 5-го. Поставили сюда вот эти все рычажки, они отвратительного тактильного качества, они из дешманской просто пластмассы, они отвратительно включаются, выключаются, вот в этом плане поворотники, круиз-контроль и все остальное, просто ужас, это просто, вот слышите, и обратно, зачем, почему вы сделали так? Ну это просто, конечно, боль, которая меня больше всего раздражает. Также меня раздражает здесь, как работают автоматические дворники. Ну, то, что автоматические дворники, это, в принципе, такая тема, которая везде коряво работает, но здесь она работает ужасно, и отключить вы ее никак не можете. Вы ее не можете, как обычно все это делается, зайти там, например, в VCDS, да, или в Васю Диагноста, или в Otis, или еще во что-то, и взять просто, раскодировать эту идиотскую функцию. Здесь такой возможности просто нет. Вы не можете раскодировать, ну, можно зайти, наверное, каким-то специальным софтом, пивисом в Porsche, и да, можно будет раскодировать, ну, у меня нет пивиса, поэтому я не могу сказать, что я могу это сделать, но как оно работает, эти автоматические дворники, просто омерзительно, она не распознает мелкий дождь, все время надо здесь клацать, вот эти режимы, я вообще не уверен, они работают или они не работают. Это, конечно, отвратно работает. В принципе, автоматический свет здесь работает хорошо, но здесь нет автоматического дальнего света, что тоже как бы за машину, которая стоила там 100 тысяч, да, и сегодня бэушные на рынке, они начинаются 35 плюс и так далее, то, конечно, вот этой функции просто не очень классно, что ее нету, и это немного расстраивает. Что могу здесь опять-таки отметить? Комфорт подвески, комфорт сидений. Здесь просто супер все это слажено, да. Мне не нравится, я уже сказал в начале
что как работают здесь тормоза. Также здесь одна из всех болячек, которая есть в этом автомобиле, это, конечно же, раздатка. Раздатка, у нее сервисное обслуживание стоит 240 тысяч. На 240 тысячах Porsche предлагает поменять масло в раздатке. Конечно же, эти раздатки столько не живут, там диски трения стоят, эти диски просто не переживают, потому что они омываются все время маслом. И когда вы этим маслом не омывается, масло грязнится, там есть металлические частички и просто сгорают эти все фрикционы, выходит из строя раздатка, и ее надо будет менять. И раздатка здесь типа Торсона, она раздает между передом и задом момент. И в принципе этот автомобиль, в чем его отличие, к примеру, от Audi, то что он, можно даже здесь включить, покажи. Здесь вот видно, что сейчас 80% идет на заднюю ось. И раздатка там очень маленькая. Раздатка здесь очень маленькая, и она, конечно, такую нагрузку, такие огромные задние колеса, она просто не вывозит. Одна из проблем этого автомобиля, как плюс, так и можно сказать минус, это коробка. А это не ПДК, это чисто Audi коробка DL501. L, потому что это length, это она вдоль идет, она длинная, она крепкая. Но опять-таки тоже есть свои нюансы. Электронику, да, она тоже не любит, когда долго будет не меняться масло там и так далее и тому подобное. И здесь тоже есть такой вариант, когда подъезжаешь к светофору, она немножко так вперед подается, немножко дергается, что тоже неприятно. Также можно отнести к ужасам того, что взяли они от Volkswagen. Это, например, те же доводчики стекол. Вот если я открою стекло и вверх я его нажму, то оно просто не закрывается. Хотя я уже все обучал здесь. Я много раз там нажимал, зажимал. Вот я зажимаю 5 секунд, опять его опускаю. Если опять я хочу его поднять, не работает просто. В общем, подведем итог нашего видео. В принципе, автомобиль получился очень даже неплохим, даже со всеми своими минусами, со всеми своими расходами и со всем остальным. То есть, если вы покупаете Porsche, то вы должны быть готовы платить за топливо, потому что здесь нету такой системы, как отключение цилиндров, которые другие марки делают, даже те же Mustang. В Mustang отключаются цилиндры, и у него расход даже меньше, чем здесь на V8, на 5-литровом. Здесь они решили это не делать, по какой причине мне неизвестно. В принципе, эта коробка очень быстро и хорошо переключается, динамика радует, ланч-контроль присутствует, все очень хорошо. Также в интернете я не нашел проблем, которые случаются здесь с блоком цилиндров, потому что мы все знаем по поводу задиров, никосиловых покрытий на цилиндрах и тому подобное. Именно по V6 моторам я этого не нашел. По V8 атмосферных турбовых Cayenne, Panamera и все остальное есть у них эти нюансы. Поэтому я не нашел. Здесь у меня тоже расход масла только в рамках, которые заданы заводом, скажем так. Ну, это в районе 10 тысяч километров, пол-литра масла. Это нормально для 3-литрового двигателя. Есть различные нюансики здесь, но, как я уже сказал, хорошая динамика. Если вы берете в учет, что это все-таки огромный внедорожник, очень тяжелый, массивный, прям ты газ нажимаешь, он как паровоз, его нажимаешь, надо время, он, поехал, подумал немножко и потом погнал, но он такой, как паровоз, как трактор настоящий, вот ты когда едешь на нем, прям чувствуется, что звук, конечно, породистый, вы чувствуете, что вы едете на Porsche. У вас грудь распирается, вы горды, что вы на автодороге едете с другими людьми, скажем так. Вот, поэтому в этом плане очень хорошая, очень красивая машина. То есть до сих пор она выглядит современно, даже с
2017 года, да, то есть уже через 2 года будет 10 лет как этому автомобилю, но он по сей день выглядит современно, классно, молодежно, стильно едет. Что еще можно отметить, это, конечно же, музыка. Музыка, здесь стоит Bose, играет просто превосходно. Так, мне в этот раз надо не запариться, сколько здесь динамиков. Тоже, по-моему, здесь вверху 3, внизу 2, это у нас 5, сзади 6, 7, 8, 9 и сабвуфер. И сабвуфер, причем стоит не в багажнике, как у некоторых моделей, он стоит под сиденьем. И вы этот бас прям чувствуете сразу, и классно все играет. То есть заводская здесь тонировка, здесь обдув сидений. Сегодня вот жарко, солнце светит, но сидеть на этом кожаном, я вообще очень сильно не люблю кожаные сиденья, но которые с перфорацией, с обдувом, это самое крутое, что вы можете себе только вообще купить, потому что вообще на них не жарко, очень приятно и комфортно ехать. Все время такое сиденье остается немножко холодным. Так, если мы здесь тоже посмотрим, вот эти вот часы, это дань с секундомером, это дань как бы гоночному, ну не прошлому, а гоночному настоящему Porsche, чтобы и здесь у нас тоже в приборной панели, и здесь можно увидеть, что здесь посередине, то есть находится тахометр, который напоминает вам, что вы находитесь все-таки не в обычном внедорожнике, а в спортивном автомобиле. Также, что здесь очень классно, есть давление масла, есть температура масла, есть вольтометр, можете поставить бустометр, который будет показывать ваш надув. Ну, мне это не интересно. Более полезно, когда у вас все-таки есть вольтметр. Для меня это более важно. В общем, все минусы я перечислил. Да, относительно слабые все-таки этого кузова тормоза, неудачно подобранные задние суппорта, которые только однопоршневые, то есть это обычная машинка, которую также они сняли по ходу с Гольфа GTI. И вот вы едете, дальше буквально чуть нажимаете, машина уже сильно тормозит, колом встает. Это неприятное ощущение. Немножко тяжелый руль, хотелось бы все-таки полегче, особенно если брать во внимание, что этот автомобиль водят преимущественно девушки, потому что это считается женским автомобилем. Девушкам очень сильно нравится этот автомобиль, потому что он такой, как каблучок женский. И поэтому руль тут хотелось бы все-таки иметь не такой заточенный под спорт. Да, тут нет никакого люфта, он сразу реагирует очень резко на это. Если вы включаете... Здесь нет гидравлики рулевой, здесь электроусилитель, электрорейка. И поэтому, если вы нажмете кнопку спорт, да, руль еще становится тяжелее. Так же, как и сразу открывается до конца заслонка в выхлопе, поднимаются обороты, всегда он втыкает пониженную передачу. И в этом плане, конечно, вы чувствуете, что вы едете в Porsche, вы в спортивном автомобиле. Это все, о чем я хотел рассказать про этот автомобиль. Скорее всего, я что-то, как обычно, забыл. Может быть, придется еще потом дозаписать, переписать. Но это мое личное мнение об этом автомобиле. Во-первых, честное мнение, которое я приобрел за время, пока я вожу этот автомобиль. А у меня все, поэтому подписывайтесь, кто еще не подписался, если вам понравилось. Мы будем периодически делать такие обзоры на разные автомобили, потому что я не знаю, какой отклик у вас, мне это просто нравится очень делать, поэтому я буду этим заниматься. Если вы хотите конкретную машину, да, пишите просто в комментариях, мы хотим такое, можно будет взять, посмотреть ее, ставьте лайки, или если не понравилось, дизлайки. Всем пока!